Всем привет! В этом видеоуроке я покажу, как сделать такие нежные и несложные серьги с горячей эмалью и росписью. Для этого проекта я взяла мельхиоровую пластину, которую можно использовать для эмалирования, но медь использовать лучше, так как окалина с нее очищается проще. Нам понадобится контур для вырезания из шаблона, ссылка на который дана в описании к видео. Черная надглазурная краска, любая белая эмаль, которая у вас есть, у меня Thompson 1030, контур эмаль, Clearfire, кисточка, клей-карандаш, ножницы по металлу. Приклеиваем наш шаблон к металлической пластине и вырезаем ее по контуру ножницами по металлу. Отверстие проделываем специальным приспособлением, о котором я рассказывала в предыдущем видео. Оно продается в Leonardo. Когда отверстие проделано, отклеиваем шаблон. Для придания заготовке формы нам понадобится резиновая наковальня и молоточек с круглым бойком. Придаем форму заготовки планомерным постукиванием. Края заготовки выравниваем напильником номер 0 до идеального состояния. Затем заготовку покрываем скалексом с двух сторон и отжигаем. Отмываем заготовку. Снова наносим скалекс с лицевой стороны. С оборотной стороны насеиваем контур эмаль. Обжигаем ее в муфельной печи. Отмываем окалину с лицевой стороны и наносим белую эмаль в 1 или 2 слоя. Clearfire помогает эмали удержаться на выпуклой поверхности.
Обжигаем при температуре 800 градусов. Когда белая эмаль нанесена, переносим наш узор на заготовку через копирку. Берем краску и наносим точки. Готовую краску можно разбавить машинным или индустриальным маслом. Делаем обжиг при температуре 790 градусов. Более подробную информацию о процессе обжига вы можете найти в моих предыдущих роликах, ссылки на которые всплывают в правом верхнем углу экрана. После обжига закрепляем фурнитуру. Для этого нам потребуются бокорезы, круглогубцы и полукруглогубцы. Пины, цветной бисер, листочки и швензы я купила в Леонардо.
Наша сережка готова. Отличного настроения и приятного творчества! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, заходите в открытое сообщество ВКонтакте.